Привет, YouTube! Сегодня я бы хотел с вами поговорить о такой важной и интересной теме, как оценка трудозатрат в тестировании, либо, как ее еще называют с английского языка, эстимирование. Для чего это важно, узнаем с вами буквально через минутку. Кто обычно проводит эту процедуру оценки трудозатрат, эстимирования, эстимации? Обычно это делает менеджмент, либо специалисты уровня middle plus и так далее. Все зависит от того, как это устроено в вашей компании. Для чего это делается? Давайте обсудим прямо сейчас. Есть определенные цели. Во-первых, это определение сроков. Любая оценка подразумевает под собой то, что мы оцениваем скоп наших задач, и на основании этого можем сказать, что на данную фичу, либо на данную программу, на данный модуль мы можем потратить определенное количество времени согласно нашим расчетам. Это очень важно в менеджменте, и, например, когда мы говорим про оплату со стороны заказчика, существует две модели. Так называемый fixed price и time and material. Чем они отличаются? Fixed price, то есть у нас уже изначально известна сумма, которую заплатит заказчик, и, скажем так, ни шагу вправо, ни шагу влево, иначе будет расстрел. То есть у нас ограниченные ресурсы финансовые, мы выставляем какой-то скоп задач, что вот мы, к примеру, будем пользоваться только ручным тестированием. На проекте будет 2 тестировщика, 4 разработчика, 1 бизнес-аналитик, продукт-менеджер. Мы будем делать все так-то, так-то и так-то, согласно нашему плану. Тест-плану, если мы говорим про тестирование, о тест-плане и о тест-стратегии мы поговорим с вами на следующем занятии. То есть мы это все рассчитываем и выдаем заказчику уже фиксированную цену. Это один из способов оплаты нашего труда. Второй способ – это time and material. То есть мы изначально не знаем, сколько это будет стоить. Сколько будет стоить выполнение данного заказа от нашего кастомера, скажем так, и доставки конечного продукта ему. Во время нашей работы скоп задач постоянно расширяется, то есть мы здесь не ограничены, и в принципе для Agile обычно выбирают time and material. То есть все зависит от того, что мы будем применять в том или иной момент времени, когда мы будем работать над проектом. Например, мы вдруг захотели, или наш заказчик захотел, чтобы у нас появилась автоматизация, и мы можем без проблем ее включить. Когда мы говорим о fixed прайсе, то это мы обговариваем, скажем так, на берегу, и мы не можем вносить изменения. То есть мы не можем, к примеру, добавлять тестирование производительности, хотя понимаем, что вот сейчас, в данный конкретный момент, оно бы нам очень помогло. Поэтому fixed price обычно выбирают, когда у нас какой-то небольшой проект, который не подвержен изменениям, когда мы 100% уверены в том, что да, действительно мы будем работать только в том скопе, который мы оговорили, а time and material выбирают сейчас гораздо чаще, потому что мы можем в любой момент внести изменения, и они не будут никак влиять на то, что мы договорились с заказчиком на определенную сумму. Мы можем вносить изменения шаг за шагом, когда нам действительно будет необходимо что-то делать, что-то добавлять в наш скоп работы. Поэтому эстимация нам помогает именно в том, чтобы мы могли сказать заказчику, сколько по времени, к примеру, затронет процесс тестирования, сколько будет всего тестировщиков на проекте, какая у них будет оплата труда. То есть все это мы также можем оговаривать во время нашего эстимации. Оптимизация работы, то есть, к примеру, если мы вдруг понимаем, что у нас какие-то этапы нашего тестирования занимают больше времени, то есть мы это дело проэстимировали. Обычно такая эстимация проводится уже после окончания, к примеру, какой-то итерации, и мы можем сказать, что, к примеру, регрессия она занимает очень много времени. Нам нужно как-то оптимизировать этот процесс, к примеру, ее автоматизировать. И тогда на основании вот этих всех чисел, их сравнений, какой-то статистики, мы можем предложить какие-то средства для оптимизации нашей работы. И так далее. То есть здесь нескончаемый поток сознания, назовем его так. То есть все зависит от того, что в данный конкретный момент нужно нашему менеджменту и нужно нашему заказчику и бизнесу. Это то, что касается целей проведения данной эстимации, данной оценки трудозатрат. Существует огромное количество методик, по которым мы можем проводить эстимацию, эстимирование, но мы с вами поговорим более подробно о нескольких, и я дам представление вам о 6 самым, скажем так, распространенным. Во-первых, это декомпозиция и оценка трудозатрат, основанная на тест-кейсах. Что это значит? К примеру, у нас есть большая система. Декомпозиция – это процесс разбиения чего-то большого на более мелкие части. То есть мы берем нашу большую программу и разделяем ее на определенные модули.
Эти модули мы можем разделять еще на какие-то дополнительные фичи. Эти фичи мы можем разделять на таски. И таким образом мы декомпозируем нашу такую большую сущность, и на основании этого мы можем уже в дальнейшем проводить нашу оценку трудозатрат. Почему мы говорим про тест-кейсы? Потому что они будут вот этим мерилом, скажем так, единицей измерения, на основании которого и будет проводиться в дальнейшем эстимация. Про этот метод декомпозиции и оценки трудозатрат на основании тест-кейсов мы с вами сегодня поговорим более подробнее чуть дальше. Также есть еще такой способ, как Based on Development. То есть наши разработчики уже подсчитали, сколько времени им понадобится на разработку, на имплементацию той или иной функциональности, и мы просто это количество дней, количество часов умножаем либо на 30%, либо на 50%. Это исходит из того, что обычно на одного разработчика идет либо 2 тестировщика, либо 3 тестировщика. Именно поэтому мы перемножаем то количество времени, которое у нас есть, либо на 30%, если у нас 3 тестировщика, либо на 50%, если у нас 2 тестировщика. Это очень грубая оценка, поэтому она используется крайне редко и только в тех случаях, когда нам не нужно использовать какие-то более точные методы для нашей эстимации, и если у нас горят сроки. К примеру, тогда мы можем использовать этот грубый подсчет. Следующий метод – это по 3 точкам. О нем мы поговорим с вами чуть дальше. Единственное, я скажу, почему он называется по 3 точкам, потому что мы в данном подсчете будем использовать 3, скажем так, временные точки. Когда у нас, к примеру, есть какой-то оптимистический вариант, когда мы знаем точно, что нам ничего не помешает на работу тестировщика, и он все сделает в срок. Есть какой-то более или менее оптимальный вариант, когда мы знаем, что у нас есть некоторые риски, заложено какое-то дополнительное время на работу тестировщика. И есть еще пессимистичный вариант, когда, к примеру, один из наших тестировщиков, у нас их всего 2, заболевает, и тогда это наша 3-я точка. И на основании этих 3 точек мы и производим наш финальный расчет. Также такие неточные методы для эстимации – это на основе опыта. То есть, к примеру, мы знаем, что в прошлую итерацию мы на тестирование потратили 100 часов. И, в принципе, скоп задач, бэклог на данную итерацию, он аналогичен тому, что был в прошлую итерацию. И мы можем предположить, что да, действительно, мы и в эту итерацию потратим 100 часов, при условии, что у нас то же самое количество тестировщиков, все тестировщики обладают одинаковым бэкграундом, то есть у них одинаковый опыт работы, они давно на проекте, ничего не меняется, то есть такие лабораторные условия, и на основании вот этого опыта мы можем предположить, что то время, которое мы потратили на прошлую итерацию, будет равно тому времени на тестирование, которое мы потратим на данную текущую итерацию. Пальцем в небо – это вообще самый замечательный метод эстимации. То есть, когда просто тестировщик сидит на каком-то митинге и говорит, что вот на эту фичу я потрачу 3 часа, а на эту фичу я потрачу 5 часов. Опять же, он ссылается на некоторый свой прошлый experience, но этот метод вообще ничего общего не имеет с какими-то точными методиками измерения и эстимации, поэтому его используют крайне редко. Но в некоторых компаниях эстимации нет вообще, поэтому такой вариант подходит, скорее всего, на все 100%. И еще есть такой метод процентного распределения. Это когда у нас, к примеру, каждый этап разработки, нашей, скажем так, модели разработки, как мы с вами помним, это может быть идея, анализ требований, сбор требований, разработка, тестирование, эксплуатация, вывод из эксплуатации. И получается, на каждый из этих этапов нашей разработки закладывается какое-то соотношение по времени процентное. То есть, к примеру, у нас на разработку будет уходить, скажем так, 30% времени, на тестирование 20% времени, на анализ требований и сбор требований 10% времени и так далее, согласно тому, как у нас это было заложено и устроено на проекте. И потом мы уже берем наш процесс тестирования и уже раскладываем так называемый CTLC, то есть это цикл тестирования нашего продукта. Опять же, там есть тоже определенные этапы: анализ требований, написание тестовой документации, тестирование. И мы на каждый из этих этапов, опять же, закладываем из того времени, которое мы рассчитали согласно общему, то есть эти 20%, мы раскладываем также процентное соотношение на каждый из этих этапов из нашего тестирования. То есть это тоже такой относительный метод эстимации и оценки трудозатрат. Поэтому мы с вами сегодня более подробно поговорим про декомпозицию и
про метод эстимации, основанный на 3 точках. Во-первых, как я и сказал, нам необходимо осуществить декомпозицию нашего продукта, к примеру, либо нашей какой-то большой функциональности на более мелкие, на сабтаски. Как это делается? То есть мы, к примеру, берем наше требование, одно большое, раскладываем его на определенные проверки. То есть, к примеру, у нас есть требование, что юзер может залогиниться в систему, только используя латиницу. И мы должны это как-то проверить. Пишем наши проверки, позитивные и негативные, к примеру. То есть мы вводим либо только латиницу, негативная проверка, мы вводим кириллицу, либо мы вводим кириллицу и латиницу, мы вводим числа и так далее. Мы разбиваем вот эти все проверки, наши тест-кейсы первые. И так мы делаем для каждого требования, для которых мы хотим осуществить нашу эстимацию, нашу оценку трудозатрат. Как это может выглядеть, я вам сейчас покажу табличку. Есть так называемая табличка Work Breakdown Structure. Ее вы можете найти на сайте Guru99. Я уже не раз говорил вам про этот хороший бесплатный ресурс, где есть много информации про тестирование программного обеспечения. И там есть этот шаблон. Я обязательно оставлю ссылку на данную статью. Сначала у нас идет так называемый первый уровень, это какая-то фаза. У вас это может быть просто название вашего требования. Дальше идут таски. То есть это ваши проверки. Если эти проверки мы можем разбить еще на более мелкие проверки, то мы также их разбиваем. И так делаем до того момента, пока не закончится источник и потенциал для нашей декомпозиции. И после этого, к примеру, может быть такой столбик, как назначен на такого-то специалиста, когда он это начал делать, когда закончил. Если, к примеру, мы хотим все-таки на основании какого-то опыта предыдущего составить таблицу для эстимации и использовать ее в дальнейшем, чтобы мы могли более точно и конкретно рассчитывать время, которое мы потратим на, к примеру, исполнение, выполнение, написание того или иного тест-кейса, на выполнение самой проверки, на то, сколько мы по времени затратим на написание баг-репорта, на ретест, на регрессионное тестирование. То есть все мы это можем делать в этой табличке. И на основании этого мы пишем, когда мы это начинаем, когда заканчиваем, какие-то наши комментарии и получаем конкретное конечное число, которое в дальнейшем мы просто суммируем и используем для нашей эстимации. То есть мы можем использовать такую табличку. Я же вам покажу, как это сделать проще. Давайте вернемся к нашим интеллектуальным картам. То есть мы с вами определили, что мы на первом этапе осуществляем декомпозицию. Нам нужно вычленить какие-то отдельные требования и то количество проверок, которые мы будем осуществлять, негативных и позитивных. Далее нам нужно рассчитать средние затраты на один наш тест-кейс. И после того, когда мы получим оценку на один наш тест-кейс, мы посчитаем, сколько в среднем нам понадобится времени на выполнение всех тест-кейсов. То есть, к примеру, мы на первом этапе нашей декомпозиции решили, что у нас будет 30 кейсов. Далее мы считаем, сколько идет на написание одного тест-кейса. Как мы это делаем? То есть мы просто засекаем время на то, сколько заняло написание одного нашего тест-кейса. Опять же, этот расчет не самый точный, он грубоват, но все равно это намного лучше, чем использовать метод палец-небо, либо же какой-то метод, основанный на часах разработки. Поэтому мы в среднем берем то время, которое у нас идет на написание одного нашего тест-кейса. Дальше мы расписываем, сколько времени мы потратили на его выполнение. Опять же, это лучше осуществить заранее, то есть вы уже набираете какую-то базу, к примеру, с другого проекта, и сейчас у вас есть похожая функциональность, связанная с аутентификацией пользователя на данном ресурсе. И вы знаете, что на написание прошлых тест-кейсов вы потратили столько-то времени. То есть я вам советую засекать то время, которое вы тратите на написание кейсов, на написание баг-репортов, на выполнение подтверждающих каких-то проверок, на общение с другими участниками команды. И на все это лучше засекать время, если перед вами стоит задача подсчитать, сколько вы тратите времени на тестирование. После этого у нас есть уже две вот этих цифры, то есть сколько у нас времени ушло на создание нашего одного кейса, сколько времени уходит на его выполнение, и далее мы просто берем общее количество наших кейсов, их 30, как мы с вами помним, умножаем на то время, которое уходит на написание одного кейса, и на то время, которое уходит на его выполнение. И получаем, что в данном конкретном случае на данную функциональность мы потратим
300 минут именно на этап создания тестовой документации, тест-кейсов и их выполнения. Дальше нам необходимо посчитать количество возможных дефектов, которые у нас могут возникнуть во время тестирования именно в данной функциональности, и сколько мы потратим времени на один этот дефект. С чего мы начинаем? Сначала мы должны предположить, сколько дефектов мы можем найти в той или иной функциональности. Как это делается, опять же, на основании нашего какого-то предыдущего опыта и сложности той или иной фичи, которую мы будем тестировать. То есть, если, к примеру, это будет тестирование только UI, скорее всего, дефектов там будет не так много. Но если мы говорим о тестировании какой-то сложной бизнес-логики, то мы закладываем большую вероятность возникновения данного дефекта в той или иной функциональности. В данном конкретном случае мы сделали предположение, что у нас будет 20% дефектов от всех тех кейсов, которые мы с вами пройдем. То есть всего, предположим, у нас будет 6 дефектов на вот этих 30 кейсов. Дальше мы прописываем время на оформление баг-репорта. Скорее всего, оно будет аналогично тому, которое вы потратите на один тест-кейс. Почему? Потому что у вас будет похожее количество шагов для воспроизведения, плюс ко всему вы уже будете знать, как работает та или иная функциональность, и время, скорее всего, будет совпадать. Опять же, мы с вами не говорим о каких-то точных расчетах, потому что любая эстимация – это относительный метод. К примеру, у нас будет 10 минут, как мы писали на написание одного кейса, и мы перемножаем на общее количество предположительно обнаруженных нами дефектов в этой функциональности. И дальше мы с вами должны посчитать, сколько времени мы потратим на подтверждающее тестирование, на ретест. Опять же, мы делаем с вами предположение, и в принципе такую величину обычно и используют при эстимации, что после первого ретеста нашего, то есть когда пофиксили баг, скорее всего 50% наших багов все-таки не будут закрыты, не будут пофикшены, и мы их переоткрываем. То есть мы закладываем эту величину, и потом закладываем величину, что от следующих 50% наших дефектов еще 50 будет заново открыто. То есть мы делаем какое-то предположение, опять же, это только наш assumption по поводу того, сколько может быть дефектов. В среднем получается, что у нас будет в 2 раза больше работы, связанной с ретестом. И мы берем количество наших дефектов, 6, умножаем на 2 и умножаем на 10 минут. На время предположительное, которое мы потратим на этот подтверждающий тест. Получаем 120 минут. И последний аспект, который мы должны обязательно здесь затронуть, то есть до этого мы просто рассматривали нашу основную работу тестировщика. Оформление тестовой документации, тестирование, оформление баг-репортов, ретест. Все. Но у нас же есть и дополнительное время. То есть это может быть коммуникация с другими участниками нашей команды. Это может быть изменение наших тест-кейсов. К примеру, если мы находим какие-то ошибки. То есть мы предполагали, что данная функциональность будет работать по-другому. Не учли это, не общались с разработчиком дополнительно перед этим. Либо же у нас есть такой этап, как ревью наших тест-кейсов, когда другой участник нашей команды тестирования проводит рецензирование наших тест-кейсов и опять же находит какие-то ошибки, потому что никто не идеален, человеческий фактор здесь никто не отменял, и всегда будут какие-то мелкие ошибки, и необходимо делать какие-то доработки в наших тест-кейсах. То есть это время мы опять же сюда можем заложить. Опять же, это может быть подготовка наших каких-то сборок, билдов, опять же, какие-то дополнительные митинги могут быть, собрания, и все-все-все вот это мы должны заложить здесь. Чаще всего берут среднюю такую величину, как 30% от того времени, которое мы заложили на нашу основную деятельность. То есть за вот это вот все, если мы это все сплюсуем и умножим на 30%, то и мы получим то время, которое у нас уходит на риски и на дополнительное время, которое не связано с нашей основной деятельностью. И после этого, когда мы с вами получаем все вот эти числа, мы должны их попросту сложить между собой. То есть мы берем наше время, которое мы тратим на написание и выполнение тест-кейсов, берем время, которое мы тратим на оформление наших баг-репортов и их ретест,
ту сумму, которая у нас получилась, это 780 минут, мы умножаем на 30% и получаем 234 минуты, которые мы заложили на риски. И после этого мы все это дело можем просуммировать и получаем величину примерно 17 часов. То есть 17 часов мы потратим на полное тестирование данной конкретной функциональности с учетом рисков. И это число мы доносим менеджменту, либо если это сам менеджер делал, то есть он это просто заполняет в какую-то необходимую форму для общей эстимации того времени, которое потратят на выполнение разработки, тестирования и всего остального, что связано с данным проектом. Но еще есть такой метод, как three-point estimation, то есть эстимация на основании наших 3 точек. Как я уже сказал, у нас есть 3 величины. Это некий оптимистичный исход по времени, когда у нас нет никаких рисков, мы работаем нашу основную работу, скажем так, выполняем наши задачи. Есть пессимистичный исход, когда, к примеру, у нас есть и дополнительное время, и какие-то риски, связанные с тем, что кто-то заболел, и все остальное. То есть все сложилось крайне плохо для процесса нашего тестирования. И некоторое среднее значение, когда у нас есть дополнительное время, часть каких-то рисков, и это, скажем так, самый ожидаемый вариант того времени, которое мы потратим на тестирование. Но перед тем, как нам посчитать по вот этой волшебной формуле, сколько времени мы потратим, нам необходимо будет провести все то же самое, что мы с вами проводили в методе оценки трудозатрат на основании тест-кейсов. То есть мы это все должны изначально посчитать. И теперь мы просто подставляем те числа, которые у нас получились в этом расчете. То есть 13 часов – это наша основная работа. Как я уже сказал, без какого-то дополнительного времени, без наших рисков, вообще относительно никаких, это будет 13 часов. То есть если мы с вами посмотрим, мы с вами считали, что у нас здесь есть 234 минуты, заложенные на риски на дополнительное время, мы их просто отнимаем и получаем наши 13 часов. Далее мы берем то время, которое мы посчитали с теми рисками и с дополнительным временем, которое у нас было в методе by test cases. Это получается наши 17 часов. И, предположим, еще дополнительные риски мы закладываем в пессимистичное время. К примеру, заболел один из членов нашей команды тестирования. Все это дело мы складываем между собой. И не забываем, что перед, скажем так, наиболее ожидаемым, средним нашим временем мы ставим еще повышающий коэффициент 4. Все это мы перемножаем и делим на 6, так как у нас получается всего 6 частей. Получается средняя 16,8, то есть примерно те же самые 17 часов мы и получаем, которые у нас были в случае, если у нас все пройдет с некоторыми рисками и дополнительным временем, которые мы заложили с вами в этом методе. И мы с вами не должны забывать еще про стандартное отклонение. Как оно считается, берется просто наше пессимистичное время и отнимается от него оптимистичное время и делится на 6. Получается 1 и 2. И конечное число, которое пойдет в нашу итоговую документацию, связанное с оценкой трудозатрат, будет 16,8 плюс-минус 1 и 2. То есть мы потратим в диапазоне от 15,6 до 18 часов время на наше тестирование. То есть вот эти две наши методики на основании 3 точек и на основании тест-кейсов являются наиболее точными. И если вдруг вас спросят на собеседовании, как мы можем провести эстимацию, оценку трудозатрат, связанных с тестированием, вы теперь без проблем можете назвать все те методики, которые мы с вами сегодня рассмотрели, с наибольшим уклоном в эстимацию на основании 3 точек и на основании тест-кейсов. И если вдруг к вам придет тестовое задание, где также нужно будет рассчитать время, которое вы потратите на тестирование, опять же, вы можете использовать вот эти две методики, о которых мы с вами поговорили более подробнее сегодня. Также меня часто спрашивают, использую ли я какие-то вещи, о которых рассказываю на своих уроках, на своих видео в своей работе. Поэтому считаю должным сказать, что оценку трудозатрат в своей работе как на предыдущие, так и на текущие я не использовал. Для меня это все равно больше относится к менеджменту. Если вдруг, к примеру, меня спросят или попросят написать эстимацию, проблем с этим не должно возникнуть. То есть, как вы видите, ничего сложного в этом нет.
Но это не та деятельность, с которой я сталкиваюсь каждый день. Возможно, в вашей компании этот процесс налажен, и от вас будут требовать также написания данных видов документации. Надеюсь, что этот урок был вам полезен. Не забывайте поддержать это видео своим лайком. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых полезных материалов на данном канале. Пишите свой комментарий, либо вопрос, а все полезные ссылки, как обычно, я оставлю в инфобоксе. Вы сможете их изучить, прочитать более подробно о тех методах эстимации, о которых я сегодня не рассказывал, либо о которых я рассказывал только в 2 словах, и попробуйте что-нибудь проэстимировать самостоятельно. А на этом у меня все. Милости прошу к нашему шалашу. Пока!